Всем привет! Мы продолжаем рассматривать, что нового появилось в Swift 5.1. И сегодня мы поговорим про универсальный self. С версии Swift 5.1 было расширено использование self с большой буквы, так что теперь его можно использовать и указывать на тип внутри классов, структур и перечислений. И теперь это будет работать так же, как и в протоколах. Но чтобы это мы могли увидеть, давайте сначала рассмотрим, как ключевое слово self с большой буквы работало раньше в протоколах. Давайте мы создадим протокол, чисто так для примера, чтобы увидеть, как это работало. Смотрим, здесь у нас есть протокол, equality, здесь у нас есть статический метод, который проверяет, смотрите, видите, вот ключевое слово self, мы проверяем здесь тип данных. На данном этапе мы не знаем, что это будет за тип данных, но это будет тот тип, который будет соответствовать протоколу equality. И, к примеру, здесь мы создаем структуру age, и внутри структуры у нас будет свойство old. Также мы, так как мы подписываем протокол, мы делаем, понятное дело, соответствие для этого протокола. То есть мы делаем реализацию метода isEqual. Мы эту реализацию сделали. И потом мы можем, смотрите, объявить два экземпляра типа age. И смотрите, здесь мы проверяем равенство этих двух типов с помощью статичного метода для структуры age. Мы видим, что эти две структуры age, как видим, не равны. То же самое мы можем сделать это для Story, к примеру, у которого будет свойство текст типа string. И то же самое можем проверить два разных текста. Мы здесь создаем два одинаковых текста и проверяем, что текст равен. Мы видим, что для протокола это все отлично работает. Здесь ключевое слово self с большой буквы указывает на тип данных. Вот это ключевое слово self в данном случае является типом age, а здесь типом story. Вот чтобы вы это видели, давайте я вот здесь вот этот метод удалю. Swift нам подскажет, что у нас нет соответствия, поэтому давайте мы добавим, сделаем, нажмем на кнопочку Fix, и смотрите, видите, он автоматически добавил вот этот метод, и автоматически, видите, здесь указался метод age. Давайте здесь метод уберем. И давайте сделаем то же самое вот здесь вот, чтобы вы это видели, как работает ключевое слово self с большой буквы. Смотрим, делаем Fix. Видите, здесь автоматически появляется тип story. То есть в зависимости от того, к какому типу этот метод относится, такой тип и здесь появляется. Так работает ключевое слово self с большой буквы. Но давайте посмотрим, как это можно применить теперь уже непосредственно без протоколов, допустим, в классах. К примеру, мы создадим ключевое слово network manager. Допустим, здесь у нас тоже будет статичное свойство, которое будет возвращать число 4, к примеру. И у нас будет метод, который будет печатать количество, допустим, максимальных запросов, да, для этого класса. Но смотрите, что у нас произойдет. Если мы, допустим, сделаем подкласс этого класса. Давайте мы сделаем подкласс. Вот этот у нас родительский класс, а мы здесь создали новый класс, так вот называется. И вот это свойство, которое мы здесь видим, мы взяли и, видите, переопределили. И теперь у нас число активных запросов у нас будет равняться единице. Давайте мы создадим экземпляр этого подкласса. Смотрим. Мы создаем экземпляр. И вот когда мы выводим количество активных запросов в консоль, как вы думаете, какое число будет напечатано? Единица или 4? Давайте посмотрим. Мы видим, что печатается максимум Network Request 4, хотя по идее должно печататься 1. Почему? Потому что вот это свойство мы здесь переопределили. Вся проблема в том, что раньше мы здесь не могли указывать ключевое слово self. С обновления Swift 5.1 и расширения функционала ключевого слова self мы можем ключевое слово self применять и здесь, вот таким вот образом. И тогда вот это свойство, которое будет, мы здесь будем обращаться, оно будет относиться не к родительскому классу, но также и к внутренним классам, внутреннему типу, который мы здесь объявляем. Давайте это проверим. Видите, теперь благодаря вот этому ключевому слову self, которое мы ставим здесь перед свойством, не указывая конкретный тип, с большой буквы, заметьте, да, не с маленькой, а с большой буквы, мы уже обращаемся к тому типу, который нам нужно. Теперь у нас есть то поведение, которое мы и ожидаем, да, максимум network request равен единице. Итак, благодаря этому ключевому слову self, мы теперь его можем использовать не только в протоколах, как это было раньше, но и также, допустим, в классах, в перечислениях и в структурах. Пожалуйста, возьмите это на заметку, и если вам нужно
например, чтобы это хорошо работало, например, с динамическими типами, чтобы тип определялся во время выполнения какого-то кода, того или иного кода, чтобы определялся тип, то, пожалуйста, используйте таким образом ключевое слово self с большой буквы. На этом, я думаю, видео мы будем завершать. Оно тоже получилось таким коротким, небольшим. И здесь я хочу тоже еще раз сказать, что если вам вдруг нужна помощь в освоении синтаксиса языка программирования Swift, и вы хотели бы этот язык программирования изучить, то, пожалуйста, можете обратиться за помощью и записаться на курс по основам программирования на языке программирования Swift. И если у вас есть такое желание, то можете написать мне об этом в директ в Instagram. Спасибо вам за внимание и успехов в изучении языка программирования Swift.